Глава 441. Король призраков. Часть 3. Когда казалось, что серый силуэт вот-вот проткнет тело мужчины в черном, между ними промелькнуло блестящее белое сияние. Серая тень тут же отступила с бешеным воплем, будто боялась этого белого сияния. Мужчина в черном, жизнь которого была только что спасена, был ошеломлен на мгновение, а затем пришел в восторг. Он мгновенно обратил свой взгляд на мигающий красный свет, который появился стороной Ханьли. Ханьли с удивлением него. Он явно видел сияние белого света, имевшее очертания огромной птицы, отпугнувшей серую тень. Ханьли очень заинтересовался этим. Человек в черном по-прежнему был в шоке. Хотя он только что избежал смерти, он все еще чувствовал страх. Он очень сожалел о том, что проигнорировал слова других и так опрометчиво отправился в небесный зал. Но когда он подумал о белом свете, который только что спас его, он, казалось, что-то вспомнил и поспешно пошарил по своим карманам, вытащив медное зеркало, потускневшее от возраста. Ханьли взглянул на предмет с чудом. Форма этого зеркала была довольно необычной, а его духовная ци была скрыта. Неужели это древнее сокровище? Не успел Ханьли об этом подумать, как внезапно раздался резкий треск. Древнее зеркало внезапно разделилось на 8 частей. Духовная ци, которая в нем содержалась, рассеялась повсюду. Когда человек в черном увидел это, в его глазах наполнились сожалением. Он вздохнул и убрал разбитое медное зеркало. Затем он поднял голову и посмотрел на приближающегося Ханьли. Он невольно вспомнил, как Ханьли сначала намеренно отказался ему помочь и холодно фыркнул. Действия мужчины в черном удивили Ханьли. Но затем он, казалось, все понял и молча улыбнулся в ответ, переведя свой взгляд на призраков. Фиолетовая духовная фея задумчиво посмотрела на мужчину в черном. В тот момент к ним уже бросился плачущий духовный зверь. Он взобрался на плечо мужчине и уселся там неподвижно. Он оказался довольно умным. Зеленая призрачная тень снова появилась рядом с черной призрачной тенью. Внезапно из вокруг тумана появилось 8 одинаковых призраков. Ханьли узнал этих призраков с первого взгляда. Это были свирепые призраки, которые назывались жестокими призраками, известными как Вэю. Эти призраки были большой редкостью, и их внезапное появление в таком большом количестве удивило Ханьли. На их головах были длинные рука, а на руках — когти. Хотя они были намного хуже этих призрачных теней, они по-прежнему превосходили культиваторов поздней стадии формирования ядра. Они медленно приближались к ним холодными взглядами и окружили 3 культиваторов. Для Ханьли стало очевидно, что трудного сражения не избежать. Он прямо отдал свои приказы: «Вы двое задержите призраков Вэю, а я займусь 2 призрачными тенями». Голос Ханьли был громким и торжественным. Хотя мужчина в черном почувствовал негодование по отношению к Ханьли, он знал, что ситуация была настолько серьезной, что ему ничего не оставалось, кроме как следовать указаниям Ханьли. В конце концов, он уже понял, что не сможет победить 2 этих призрачных теней. Он был рад тому, что Ханьли сам вызвался противостоять им. У злобных призраков был взгляд, полный кровожадности. При виде этого Ханьли мгновенно высвободил духовного зверя, которого держал в руке. В воздухе появилось сверкающее облако золотого и серебряного света. В тот самый момент демоны-призраки словно получили приказ и злобно набросились на них 3, выдыхая черное пламя ци. Без колебаний мужчина в черном и фиолетовая духовная фея выпустили свои магические сокровища и инструменты, чтобы заблокировать их. Особо впечатлил плачущий духовный зверь. Светящееся сияние вышло из его носа и затащило в живот одного из призраков. Тем не менее, это было все, что он мог сделать. В следующее мгновение один из призраков снова отделил его от культиватора. Ханьли не обращал внимания ни на один из призраков Вэю. Он выстрелил в сторону 2 призрачных теней в виде полосы лазурного света. За ним последовало облако гудящих золотых прожорливых жуков. Когда черная призрачная тень увидела, что Ханьли осмелился приблизиться к ним, его черные глаза вспыхнули зеленым светом. Затем она открыла рот и выпустила в него зеленую сверкающую жемчужину. Что касается серой тени, то она внезапно исчезла из виду. Ханьли нахмурился и остановился. Щелкнув пальцем, он высвободил 2 облачных бамбуковых меча, чтобы перехватить зеленую жемчужину. В это же мгновение он приказал своим жукам рассредоточиться. Бабах, 2 полосы лазурного света столкнулись с зеленой жемчужиной. Призрачная жемчужина выпустила большое облако черной ци, пытаясь заблокировать 2 летающих меча внутри него. Холодный свет вспыхнул в глазах Ханьли. Сделав жест рукой, 2 летающих меча увеличились в несколько раз, превратившись в 2 10-метровых лазурных водяных драконов. Яркой вспышкой они прорвались через черную ци и тут же обвили зеленую жемчужину.
На лице призрачной тени появилось удивление. Хотя зеленая жемчужина была когда-то защитным магическим сокровищем погибшего культиватора, она обладала средним рангом. Но после того, как демон-призрак заполучил его и закалил в течение нескольких сотен лет сильной черной ци, она стала магическим сокровищем высокого ранга. До тех пор, пока магическое сокровище было связано с ци, оно было запечатано без возможности ускользнуть. Но по какой-то неизвестной причине летающие мечи Хань Ли не боялись запутаться в глубокой черной ци. Превратившись в лазурных водяных драконов, мечи смогли разорвать черную ци, не позволяя ему приблизиться к их основным телам. Когда призрачная тень увидела это, ее лицо стало мрачным. За несколько сотен лет никогда прежде она не сталкивалась с таким. Немного поколебавшись, она внезапно подняла свой коготь и притянула зеленую жемчужину к себе, будто схватила ее в воздухе. Затем жемчужина засияла слабым светом и стала вращаться на месте, непрерывно выпуская лучи белого света длиной в 10 метров. Внезапно жемчужина превратилась в черного тигра. Тигр был огромный с двумя умными глазами. Взревев, от него стали отлетать ярко-зеленые световые лучи разной интенсивности. Но самое удивительное было то, что у огромного тигра было физическое тело, как и у лазурных водяных драконов. Все это выглядело довольно грозно. Хань Ли был удивлен при виде этого. Артефактный дух — это то, можно создать из магического сокровища, запечатав в нем часть первородной души демонического зверя. В сражении с врагом первородная душа соединялась с магическим сокровищем, превращая его в форму артефактного духа, чья сила увеличивалась в несколько раз. Кроме того, он также приобретал изначальные способности демонического зверя. Можно сказать, что это быстрый способ повысить силу магического сокровища. Но по какой-то неизвестной причине, независимо от того, насколько успешно был создан артефактный дух, можно было сделать только одну попытку получить его. Если попытаться сделать вторую попытку, магическое сокровище больше не сможет поглотить сущность первородной души. Поэтому культиваторы относились к этому довольно серьезно. Без особой необходимости никто бы не стал использовать артефактный дух, поскольку они потратили столько времени на его создание. Во время испытания кровью и огнем в государстве Юэ, Наньгун Ван, вероятно, взяла первородную душу черного водяного дракона именно для этих целей. В конце концов, черный водяной дракон, хотя и был еще недостаточно взрослым, он все-таки был очень редким демоническим зверем. Вероятно, поэтому Наньгун Ван была так взволнован, когда заполучила ее. Несмотря на то, что Хань Ли убил огромное количество демонических зверей, черный водяной дракон больше ему не попадался. В результате чего Хань Ли был очень мрачным, поскольку хотел использовать его для создания артефактного духа. В любом случае, шансы на успех создания артефактных духов было трудно предсказать. Однако было несколько основных положений. Чем сильнее первородная душа была запечатана как артефактный дух, тем ниже шансы на успех, и если сила артефактного духа была слишком слаба, то это бы не особо увеличило силу магического сокровища. В результате этого большинство магических сокровищ культиваторов не обладают артефактными духами. Дело не в том, что они не смогли найти цель для удовлетворения. Это было потому, что они потерпели неудачу. Таким образом, когда Хань Ли увидел, что призрачная жемчужина содержит артефактный дух, он невольно испугался. Но сейчас было не время впадать в панику. Он тут же направил два своих облачных бамбуковых меча, трансформированных в лазурных водяных драконов, на бой с демоническим тигром. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, Хань Ли решил проверить силу этого артефактного духа. У его летающих мечей не было артефактных духов. Несмотря на то, что они трансформировались в живых водяных драконов, эта трансформация была возможна благодаря одной из своих божественных способностей и его технике. Глава 442. Король призраков. Часть 4. Огромные глаза черного тигра зловеще сверкнули при виде трансформированных водяных драконов, которые пытались подавить его. Сдавленно прорычав, он широко раскрыл пасть и выстрелил 10 шарами черного света, которые были размером с его голову. Лазурный водяной дракон смог вынести первые легкие шары, но он не смог блокировать остальные. С печальным воплем водяной дракон был уничтожен, раскрывая летающие мечи. Летающие мечи были отброшены на 40 метров, оставшимися световыми шарами. Лазурный свет мечей померк, казалось, будто пострадала их духовная сила. При виде этого Хань Ли почувствовал легкое сожаление и поспешно приказал им вернуться в его тело для восстановления. Затем, взмахнув другой рукой, он выпустил 4 лазурных меча в сторону огромного тигра. Черная призрачная тень потеряла самообладание при виде этого. Сделав глубокий вдох, она протяжно завопила.
Когда демонический тигр услышал это, он сразу же опустил голову, впившись двумя своими когтистыми лапами в землю. Далее последовала удивительная сцена, на голове тигра внезапно начала раздуваться огромная шишка. С вспышкой черного света она выросла до размера головы тигра. Она выглядела точно так же, как вторая голова тигра. Трансформация этого демонического тигра сильно удивила Ханли, в результате чего он невольно нахмурился. В этот момент две головы артефактного духа демонического тигра широко раскрыли свои пасти и выплюнули потный поток черных шаров в сторону Ханли. Ханли больше не мог молча смотреть на это. Сделав руками жест заклинания, он заставил свои летающие мечи сильно раскачиваться в полете, в результате чего они разделились на 8. В следующее мгновение они соединились воедино, образовав большой лазурный меч длиной в 10 метров. При виде этого у Ханли в глазах мелькнуло странное выражение. Он открыл рот и выплюнул облако светящегося лазурного света в свой меч. Облако чистой истинной сущности заставило огромный меч ярко сиять, а затем из него высвободилось длинное прозрачное кольцо, которое постепенно приобрело лазурный оттенок. Меч метнулся в направлении черных световых шаров, издавая громыхание грома. Черное и лазурное сияние рассеялось при столкновении, после чего последовала серия взрывов. Это выглядело просто невероятно. Огромный лазурный меч разорвал черные световые шары одним импульсом проявления божественной силы. Однако поток черных световых шаров был словно бесконечным. Ханли этого не ожидал. Пока он думал, как ему победить врага, использовать больше лазурных мечей и другую магическую технику, в 30 метров позади него внезапно произошли духовные колебания, в результате чего рядом с ним появилась серая призрачная тень. Можно было видеть только ее красные глаза. Казалось, что Ханли не заметил ее. Серая тень взглянула на летающих вокруг Ханли жуков, а затем ринулась к нему в виде тонкой полоски серого света, желая разрушить золотое ядро Ханли. Жуки его совершенно не волновали, поскольку они обладали чрезвычайно высоким умением скрываться. Поскольку жуки скрывались вокруг него, он был совершенно уверен, что ему нечего бояться. Он был уверен, что тень даже опомниться не успеет, как ее поглотят жуки. Искусство культивации призрачной тени было чрезвычайно странным. Когда тень выстрелила в сторону Ханли, она не издала ни малейшего звука. Когда серое пятно быстро приблизилось к спине Ханли, золотые и серебряные жуки начали гудеть и метаться к нему. Серая тень была поражена. Прежде чем она смогла отреагировать, рой золотых прожорливых жуков заблокировал ей путь вперед и набросился на нее. В одно мгновение серое пятно покрылось роем золотисто-серебряных жуков. В ярости серая тень несколько раз задрожала, пытаясь сбросить жуков. Однако это оказалось совершенно неэффективным, и вскоре его тело охватило странное чувство. Через мгновение оцепенения она наклонила голову вниз, в результате чего ее глаза наполнились кровью от ужаса. Жуки, которых он проигнорировал, поедали его призрачное тело. Хотя они прилагали много усилий, чтобы укусить его, однако они все равно поедали его. Серая тень запаниковала и тут же попыталась сменить свою форму, превращаясь то в смоляной туман, то в большого призрака. Но независимо от трансформации, жуки плотно вгрызлись в его тело, и он не мог избавиться от них. Через мгновение его тело поедали около несколько тысяч жуков. В этот момент Ханли наконец повернул голову и взглянул на серую тень. Не тратя время на болтовню, он тут же высвободил еще несколько тысяч жуков из 2 сумок для хранения духовных зверей. В воздухе появилось еще 2 жужжащих облака золотисто-серебристых насекомых. 2 огромных роя присоединились к первому и также начали поедать серую тень. Серая призрачная тень, в конце концов, выпустила оглушительный вой и метнулась к черной тени за помощью. Когда черная тень услышала это, на ее лице появился страх. Она взглянула на огромный лазурный меч, который застрял с огромным артефактным духом, и выглядела довольно нерешительно. Но затем она прищурила свои зеленые светящиеся глаза и, превратившись в призрачное облако, слилась с телом демонического тигра. Черный тигр сразу же выпустил болезненный рев. Затем его тело снова претерпело трансформацию. Одна из голов тигра превратилась в лицо человека, которое было покрыто густой черной ци. Что касается другой головы тигра, ее глаза стали еще более свирепыми. Техника овладения духом. Ханли пришел в ужас от этой техники. Эта техника была похожа на технику великого овладения, которая позволяла войти в живое тело, но здесь было совершенно другое применение. Мало того, что техника великого овладения не увеличивала силу, она позволяла только использовать силу оригинального тела. Это была всего лишь удобная магическая техника для управления телом на большом расстоянии. Также не было много последствий от его использования. Что касается техники овладения духом, ее нельзя было использовать на других культиваторах.
Его можно было использовать только для демонах, который не обладал большим интеллектом. После овладения не только культивация заклинателя и культивация цели сливались, но даже их жизни соединялись. Если одна из сторон погибнет, то вторая тоже умрет. Но самое удивительное было то, что после полного использования техники овладения духом, совершенно новый индивидуум будет создан с сознанием, которое обладало воспоминаниями и опытом обеих сторон, но и одной их воли. Хотя продолжительность техники овладения духом была очень короткой, чем чаще использовалась эта техника, тем дольше становилось продолжительное использование. В конце концов, сознание вновь созданного человека станет доминирующим, и технику будет невозможно обратить вспять. По иронии судьбы, продолжительность жизни этого наполовину человека, наполовину демонического монстра была невероятно короткой, несмотря на высокий уровень культивации. Его удивительная сила тратилась на то, чтобы потреблять большую часть своей собственной жизненной сущности. В конечном итоге она просто заканчивалась. Кроме того, ходили слухи о том, что культиваторы, которые использовали технику овладения духом, теряли свои души навсегда, без возможности вернуться в цикл реинкарнации. Эта тема заставила многих культиваторов побледнеть, болтая об этом. Но, к счастью, очень немногие культиваторы знали о технике овладения духом и еще меньше практиковали ее. В конце концов, это может закончиться тем, что он превратится в человека-монстра. Появление призрачной тени и слияние с демоническим тигром выглядело точно так же, как и говорилось в слухах об этой технике. Однако эту секретную технику могли использовать только культиваторы. Он никогда не слышал, чтобы призраки могли ее использовать. Но самое удивительное было то, что он сделал это со своим артефактным духом. Хотя Хань Ли немного сомневался в этом, он стал бдительнее во много раз. Глава 443. Король призраков. Часть 5. Несмотря на то, что эта странная трансформация выглядела пугающе, Хань Ли быстро взглянул на нее и ухмыльнулся. Большая часть серой призрачной тени уже была поглощена, а последняя третья ее разрушенного тела также была на грани. Он считал, что если призраку не удастся скрыться, его первородная ци будет сильно повреждена, в результате чего он не сможет продолжить трансформацию. Золотые прожорливые жуки действительно заслужили высокий рейтинг среди экзотических насекомых. Независимо от того, что именно они поедали, будь то духовная ци или темные призраки, они были невероятно свирепыми. Однако процесс поедания призрака занял у них немного больше времени. Пока Хань Ли размышлял над этим, тигр с человеческим лицом пребывал какое-то время в растерянности, а затем пришел в себя. Взглянув на Хань Ли, он заметил, что призрачную тень, которая была позади Хань Ли, пожирали жуки. Затем он взглянул на свое тело. Внезапно он разразился причудливой насмешкой. Смех постепенно становился все громче и громче, казалось, что он никогда не остановится. Приближающийся призрачный туман, в конце концов, начал вибрировать от смеха. Хань Ли решил не обращать на это внимания, а сосредоточился на движениях трансформированного тигра. Но через мгновение лицо Хань Ли побледнело, а его выражение на лице стало серьезным. Странный смех трансформированного тигра не только продолжал становиться все громче, однако в нем также становилось все больше ци. Несмотря на то, что он использовал технику великого развития, чтобы защитить свой разум, он почувствовал головокружение, как будто бесчисленные раскаты грома пронзили его уши. Нехорошо. Пристально взглянув на него, Хань Ли, казалось, что-то вспомнил, и его выражение на лице сильно изменилось. Хань Ли поспешно повернул голову и увидел ужасающую сцену. Зеленая призрачная тень призрака неожиданно бесследно исчезла, а его тысячи золотых прожорливых жуков бессильно лежали на земле, изредка хлопая крыльями. Им больше не хватало энергии, чтобы продолжать пожирать призраков. Будучи раздосадованным, Хань Ли снова достал несколько сумок для хранения духовных зверей и убрал в них своих жуков. Оглушительный смех призрака все продолжался. Хань Ли повернулся, чтобы посмотреть за сражением остальных. Сначала он был поражен увиденным, но вскоре почувствовал облегчение. Фиолетовая духовная фея и этот человек в черном сражались в жестокой битве против призраков. Хотя уровень культивации мужчины в черном намного превосходил уровень культивации призраков, у него не было подавляющего преимущества из-за характера его техник и его сильно ослабленного магического сокровища. Фиолетовая духовная фея, тем временем, была покрыта сверкающим сиянием, используя каменную таблетку, и только пыталась защитить себя. Хань Ли был слегка озадачен, что на них не повлиял странный смех. Однако, немного подумав, он понял, почему. Казалось, что странный смех трансформированного тигра имел определенный радиус действия, в результате чего его жуки, которые находились в самом эпицентре, не могли выдержать его и попадали от серой призрачной тени.
Хотя эти экзотические насекомые еще не достигли своего полного потенциала, их мощь уже поражала. Если бы не эффект концентрации души его техники великого развития, Хань Ли боялся, что не смог бы противостоять этому странному смеху, и ему бы не осталось ничего другого, кроме как дожидаться смерти. Чем больше он думал об этом, тем больше удивлялся. Хань Ли уже определил, что, несмотря на то, что призрак была не на стадии зарождения души, он определенно был не слабее культиватора на поздней стадии формирования ядра. Хань Ли подозревал, что это и был король призраков. В этот момент трансформированный тигр, казалось, заметил, что странный смех никак не подействовал на Хань Ли. В конце концов, он остановился и испуганно уставился на Хань Ли своими двумя головами. Хань Ли почувствовал себя неловко, когда его взгляд встретился со взглядом призрака. В этот момент за трансформированным тигром появилась наполовину разрушенная серая тень и метнулась прямо в его направлении. Хань Ли был в недоумении от этого, призрачная тень уже трансформировалась. Почему она не держится на расстоянии? Почему она вернулся? Пока Хань Ли был сбит с толку, он увидел то, чего и представить себе не мог. Глаза трансформированного тигра сверкнули странным светом, и он схватил серую призрачную тень. Черная голова тигра широко раскрыла свою пасть и быстро проглотила серую тень. Хань Ли был шокирован увиденным. Но то, что произошло в следующее мгновение, тут же рассеяло его сомнения. Внезапно трансформированный тигр снова заревел, а на его шее появилась очередная шишка. Это уже была серая тень с человеческим лицом. Лицо третьей тигровой головы имело женские черты. Хань Ли заставил себя очнуться от увиденного и восстановил свое спокойствие. После того, как появилась третья голова, она прищурилась, а ее лицо стало таким бледным, будто она была тяжело ранена. Затем она открыла свои кроваво-красные глаза и мрачно уставилась на Хань Ли. При виде этого у Хань Ли по спине пробежали мурашки, а сердце стало биться сильнее. В этот момент голова с лицом мужчины в центре свирепо зашипела. В следующее мгновение трансформированный тигр зашагал в направлении Хань Ли. При каждом его движении его тело сверкало черным цветом и слегка увеличивалось в размере. Примерно через дюжину тигр стал таким же высоким, как трехэтажное здание. Хань Ли невольно побледнел. Не тратя времени на размышления, Хань Ли взмахнул рукой, высвободив его около 100 огромных марионеточных обезьян. Они одновременно раскрыли рты и заполнили небо лучами разноцветного света. Затем Хань Ли направил к этому потоку света огромный лазурный меч, который присоединился к штурму в виде длинного пятна, которое обладало пугающей скоростью и невероятным давлением. Когда все это появилось над трехголовым тигром, средняя голова сначала удивилась, а затем ухмыльнулась. Левая и правая голова широко раскрыли свои рты. Когда голова тигра начала извергать черные шары, голова серой женщины заполнила всю область серым призрачным пламенем. Объединенная атака пламени и черных шаров заблокировала множество световых лучей. Хотя некоторым лучам удалось пробиться сквозь нее, они все равно были неэффективны. Хань Ли невольно нахмурился. Его взгляд мелькнул холодным светом, а затем он снял магическую печать с меча. Тот засиял еще ярче и увеличил свою скорость в несколько раз. Под прикрытием атак марионеточных обезьяны огромный меч мгновенно пронзил лучи пламени и черные шары. Подлетев к зверю вплотную, он попытался атаковать его со вспышкой белого света. Но то, что увидел Хань Ли, снова оставило его в недоумении. 3 головы трансформированного тигра одновременно заревели и выпустили 2 когтя с невероятной скоростью. У Хань Ли не было ни секунды на реакцию, прежде чем его огромный меч оказался в ловушке. 2 когтя тигра, казалось, не были затронуты лезвием меча. Хотя меч беспрепятственно качался в воздухе, он не мог вырваться на свободу. Хань Ли не знал, что делать. Хотя облачный бамбуковый меч долгое время не культивировался и не обладал большой мощью, его все равно невозможно было поймать с помощью обычных когтей тигра. Неужели его когти были усовершенствованы в магическое сокровище? Мысли Хань Ли пошли кругом. Пока трансформированный тигр поймал меч Хань Ли, на его лице появилось злобное выражение. Средняя голова зловеще улыбнулась, а затем раскрыла рот и выплюнула плотный поток черной ци в сторону дергающегося летающего меча, постепенно уменьшая интенсивность его света. Сердце Хань Ли ушло в пятки при виде этого. Техники трансформированного тигра были безжалостными, а уровень его культивации был огромным. Он не мог больше продолжать этот бой. Ему нужно было рискнуть и положить конец этому как можно скорее. С этой мыслью Хань Ли повернулся к остальным членам своей группы. Мужчина в черном и фиолетовая духовная фея были полностью поглощены битвой с призраками, не обращая внимания на Хань Ли. При этом странное выражение промелькнуло в глазах Хань Ли, и он тут же повернул голову назад.
Левая и правая головы трансформированного тигра атаковали марионеточных обезьян, а средняя голова была занята извержением черного ци, пытаясь уничтожить его облачный бамбуковый меч. «Ты сам напросился». Сердце Хань Ли наполнилось яростью. Не колеблясь больше ни минуты, он сформировал странный жест заклинания и направил его на свой летающий меч. Глава 444. Мужчина в черном. Хань Ли направил свой жест на огромный меч, который изо всех сил пытался высвободиться из ловушки. Он внезапно застыл и начал сверкать зеленым светом. Когда средняя голова, извергавшая черную ци, увидела это, она была ошеломлена. Прежде чем она смогла отреагировать, из огромного меча было выпущено несколько десятков дуг золотой молнии. Дуги молнии были невероятно быстрыми. Мгновение молния охватила когти трансформированного тигра и проникла во все тело, создавая сетку золотого света вокруг его тела. 3 головы трансформированного тигра были в шоке. Но не успел тигр даже пошевелиться, как Хань Ли произнес слово «страдай». Сеть молнии, покрывающая тело тигра, взорвалась. Обжигающий, ослепительный белый свет полностью окутал трансформированного тигра, в результате чего его было бы трудно не заметить. В этот момент фиолетовая духовная фея и мужчина в черном невольно удивились. Их противники, призраки Вэю, были ошеломлены на мгновение, а затем сбежали. 2 других призрака также немного поколебались, но тоже хотели было убежать, однако плачущий духовный зверь воспользовался этой возможностью, чтобы поглотить одного из них своим носом. Ослепительный белый свет сохранялся еще какое-то время, а потом исчез. Трансформированный тигр стоял неподвижно, на каждом из лиц был испуг. Однако их выражения были полностью неподвижными. Внезапно его телу пронесся холодный ветер, и оно рассеялось серой пылью, а затем бесследно исчезло. Все, что осталось, это огромный меч и трехцветная жемчужина, плавающая в воздухе. Черный, серый и зеленый цвета были переплетены в искрящейся жемчужине. Хань Ли сделал глубокий вздох и взмахнул рукой. Огромный лазурный меч рассеялся на 8 лезвий и улетел обратно в тело Хань Ли. Однако 4 лезвия вдруг исчезли в середине полета. Остальные 4 лезвия послушно вернулись в тело Хань Ли и погрузились в покой. Дуги молнии, которые он использовал только что, начисто истощили накопленную энергию дьявольской божественной молнии. Теперь им требовалось долгое восстановление в культивации. Хань Ли взглянул на странную жемчужину и приманил к себе взмахов руки. Пристально взглянув на нее, он что-то пробормотал про себя. Через мгновение на его лице промелькнуло злобное выражение. В его руке появился лазурный летающий меч. Внезапно Хань Ли яростно расколол эту жемчужину. Дзынь, жемчужина раскололась на 2 части, выпустив 3 полоски черной ци, которые тут же разлетелись в разные стороны, как будто они в ужасе убегали. Однако Хань Ли щелкнул пальцем другой руки и выстрелил в них 3 огненными шарами. ПФ. 3 нити черной ци выпустили жалкие вопли, когда их поразили огненные шары, а затем растворились в пламени. Эти демонические призраки были чрезвычайно коварны. Они спрятались в магическом сокровище и заманили его в ловушку. Если бы он попался в нее, он бы потерял контроль над своим телом. Однако Хань Ли ожидал такой исход после того, как тело тигра было уничтожено дьявольской божественной молнией. В конце концов, даже благодаря великой репутации золотого молниеносного бамбука наряду с легендарными свойствами дьявольской божественной молнии было бы невозможно, если бы полностью разряженных 4 мечей смогли уничтожить демонического призрака. Он так спокойно и уверенно вошел в призрачный туман, потому что у него был козырь в рукаве. Несмотря на то, что он был невероятно озадачен, столкнувшись с такими ужасающими демоническими призраками, он смог сохранять спокойствие благодаря этому. Естественно, что сначала он совершенно не хотел использовать дьявольскую божественную молнию, поскольку вместе с ним были мужчина в черном и фиолетовая духовная фея. Однако он не ожидал, что трансформированный тигр окажется настолько свирепым. Когда тигр так глупо схватил его меч, Хань Ли не мог упустить такую прекрасную возможность, чтобы использовать свою дьявольскую божественную молнию. При этом он уничтожил монстра, который был не слабее, чем культиватор поздней стадии формирования ядра. Хань Ли опустил голову, взглянул на расколотую жемчужину и слегка покачал головой. Затем он повернулся и подошел к фиолетовой духовной фее. При виде этого на лице мужчины в черном появился шок. Несмотря на то, что у него не было возможности пристально следить за битвой Хань Ли, однако он мельком видел трансформацию тигра с 3 головами и душами призраков. При виде того, что Хань Ли был в тяжелом положении, он уже собирался было бежать. Трехглавый демонический тигр казался слишком мощным. Но он не ожидал, что такого монстра можно будет уничтожить всего лишь одной вспышкой белого света.
Ему было очень трудно в это поверить. Неужели у него было какое-то древнее сокровище? Другой способ уничтожения этого монстра ему на ум не приходил, поскольку Хань Ли был всего лишь культиватором ранней стадии формирования ядра. Но теперь, когда Хань Ли одержал победу, у мужчины в черном появилась великолепная возможность приобрести отличного союзника, который будет сопровождать его в небесном зале. В конце концов, он считал, что только какие-то эксцентрики на стадии зарождающейся души способны уничтожить такого могущественного демонического без единой травмы. С этой мыслью удивление на лице мужчины в черном исчезло, и он посмотрел на Хань Ли странным взглядом. Фиолетовая духовная фея была очень поражена тем, что произошло, хотя она и так знала, что Хань Ли не был обычным культиватором в стадии формирования ядра. Она быстро пришла в себя и с улыбкой посмотрела на Хань Ли. Способности старейшины Хань действительно удивительны. Вы так легко смогли уничтожить этого ужасного демонического призрака. Кажется, мне действительно повезло, что телепортировалась вместе со старшиной. Изящно произнесла она. Когда Хань Ли услышал это, он опроверг ее слова: «Легко». С чего вы взяли, что это было нелегко? Вы слишком скромничаете. Глаза фиолетовой духовной феи засветились юмором. Было очевидно, что она считала, что Хань Ли слегка лукавил. «Господин Даос, как вы создали этот белый свет?» «Он был невероятно мощным», — сказал мужчина в черном. Его голос звучал хрипло и совершенно неестественно. Этот неприятный голос заставил Хань Ли странно взглянуть на него. На лице появилась улыбка, которая тут же исчезла в следующее мгновение. После того, как улыбка Хань Ли исчезла, он равнодушно сказал: «Господин Даос, вы ведь на самом деле женщина. Мы уже давно это заметили. Не нужно больше притворяться». Фиолетовая духовная фея очаровательно улыбнулась, услышав это. Сначала женщина в черном испугалась, но вскоре в ее глазах появились унижение и гнев. Спустя некоторое время она заговорила нежным, мягким голосом: «Поскольку вы уже заметили это, я больше не буду скрываться. Однако так мне было намного удобнее». Сказав это, женщина в черном немного поколебалась, а затем сняла капюшон ее черной мантии, показывая всем свое удивительно красивое лицо. Мало того, что эта женщина обладала невероятно красивой и мягкой кожей, но у нее были длинные шелковистые волосы, которые опускались ниже плеч. У нее на голове была сверкающая тиара, которая добавляла ей таинственного шарма, в результате чего она казалась элегантной и непоколебимой. Несмотря на то, что она была женщиной, фиолетовая духовная фея какое-то время тоже любовалась ей. Однако она быстро перевела свой взгляд на Хань Ли. Она чувствовала себя немного неловко. Хань Ли посмотрел на женщину в черном. В его глазах было странное, неясное выражение. Румянец появился на безупречном лице женщины в черном, а затем она сказала ледяным голосом: «Господин Даос, вы просто любуетесь, или с моим лицом что-то не так?» Сказав это, выражение женщины в черном изменилось. Хань Ли не рассердился на упрек, но и не отвел свой взгляд. Вместо этого он глубоко вздохнул и посмотрел женщину с таинственной улыбкой. Он выглядел довольно заинтересованным. На этот раз она не только подняла брови, но и ее лицо тоже стало холодным. Даже фиолетовая духовная фея почувствовала тревогу, сомневаясь в том, что Хань Ли действовал из злых побуждений. Но немного поколебавшись, беспокойство с ее лица исчезло. Из-за предопределенных врожденных способностей в мире культивирования было намного меньше культиваторов женщин в сравнении с мужчинами. Таким образом, подавляющее большинство высокоранговых компаньонов Да обычно состояло из человека с культивацией стадии формирования ядра и женщины на стадии заложения фундамента. Таким образом, эффективность в парах для культивации у мужчин была не очень высокой. Что касается женщин-культиваторов, то они выбирали себе наилучшего партнера. Эта женщина-культиватор в черном обладала невероятной красотой и высоким уровнем культивации, в результате чего Хань Ли почувствовал небольшой соблазн. Глава 445. Юанья. По мере того, как лицо женщины в черном становилось все мрачнее, улыбка исчезла с лица Хань Ли, и он искренне сказал: «Я не ожидал, что через несколько сотен лет леди Юань войдет в стадии формирования ядра. Примите мои искренние поздравления». Когда Хань Ли назвал ее леди Юань, то сердитое, смущенное выражение женщины сразу исчезло. Она поспешно опровергла его слова: «Леди Юань, вы ошибаетесь. Моя фамилия Жуань». Этого Хань Ли никак не ожидал. Он невольно взглянул в сверкающие глаза этой женщины. В этот момент лицо женщины побледнело, а ее рука невольно потянулась к сумке для хранения. Хотя ее глаза выглядели ясными и чистыми, в них была неприкрытая враждебность. Атмосфера вдруг стала напряженной.
Все это произошло из-за того, что Хань Ли обратился к ней как к леди Юань с непринужденным тоном. Он наигранно улыбнулся, чувствуя себя озадаченным. Для фиолетовой духовной феи эта ситуация была еще более неожиданной. Непроизвольно она сделала несколько шагов по направлению к Хань Ли. С точки зрения связи и могущества, Хань Ли был очевидным выбором. Со спокойным выражением лица Хань Ли тут же сказал: «Кажется, вышло недоразумение. Госпожа Юань, скорее всего, меня не помнит. В конце концов, мы встречались только один раз более 100 лет назад. Мы встречались только один раз. Более 100 лет назад». Выражение женщины слегка расслабилось, но ее глаза все еще были бдительны. В них явно читалось сомнение. Напряженная атмосфера значительно ослабла, но, взглянув на Хань Ли, она с сомнением спросила: «Я хорошо рассмотрела вас, но я не помню, чтобы мы когда-либо встречались. Вы пытаетесь меня обмануть?» С холодным блеском в глазах сказала женщина. Хань Ли чувствовал недоумение, не знал, должен ли он смеяться или плакать. Хань Ли решил не гадать, а спросить прямо. Более 100 лет назад леди Юань была отправилась на небесном столичном рынке острова Большой Звезды. Женщина безучастно посмотрела на мгновение, а затем кивнула головой. Приглядевшись к лицу Хань Ли, на ее лице появилось задумчивое выражение. Небесный столичный рынок острова Большой Звезды. Я бывала там много раз. Может быть, вы меня там видели, казалось, она что-то вспомнила. Верно. Тогда вы были с красивой подругой. Я был вместе с моим боевым дядей Кривой Душой и встретил вас на окраине рынка. Когда Хань Ли упомянул Кривую Душу, он бессознательно взглянул в фиолетовую духовную фею, которая знала, что он был клоном. Естественно, когда фиолетовая духовная фея услышала, что Хань Ли назвал Кривую Душу своим боевым дядей, она невольно улыбнулась. Хотя она не знала подробностей, но она была уверена, что у Хань Ли был довольно хитроумный план. Ей это показалось довольно забавным. Но, естественно, она не собиралась говорить об этом без причины. Говоря о Кривой Душе, фиолетовая духовная фея давно задавалась вопросом, почему сейчас его не было с ним. Ведь Кривая Душа мог бы очень им помочь. Несколько раз моргнув глазами, женщина, казалось, внезапно все вспомнила и не поверила своим глазам. «То, что вы говорите, знакомо мне. Вы тогда были у входа в рынок в сопровождении культиватора стадии формирования ядра». Хань Ли горько улыбнулся. «Наконец-то вы вспомнили, леди Юань. А то мне начало казаться, что у вас обо мне сложилось плохое впечатление», — с усмешкой сказал Хань Ли. Женщина в черном покраснела от слов Хань Ли. Но теперь, когда она узнала его, она полностью расслабилась и сказала: «Пожалуйста, не обижайтесь, господин Даосхань. Тогда вы на самом деле». Ей было трудно продолжить. Хань Ли ответил со смехом: «Это потому, что моя внешность и уровень культивации были слишком обычными. Неудивительно, что вы, две красивых женщины, не заметили меня», — совершенно спокойно ответил Хань Ли, не проявляя ни малейшего раздражения. «Кажется, я выставил себя дураком». Внешность Хань Ли слишком удивила женщину в черном. В конце концов, нынешние способности Хань Ли были впечатляющими, и она боялась, что Хань Ли могло оскорбить то, что о нем забыли. Когда ее магическое сокровище сильно пострадало, она невольно оскорбляла его. Подумав таким образом, она продолжила: «Я также должна поздравить и вас тоже. За эти 100 лет господин Даос смог культивировать от стадии концентрации ци до стадии формирования ядра. Ваша магическая сила также настолько глубока, что вы на самом деле способны уничтожить дьявольского короля призраков». Хань Ли внутренне покачал головой в ответ на дружеские слова женщины. На самом деле тогда он не был на стадии концентрации ци, тогда он уже был на поздней стадии заложения фундамента. Если бы он не культивировал революцию 3 сущностей с техникой великого развития, он считал, что вообще бы никогда не смог войти в стадию формирования ядра. Однако эта женщина на самом деле смогла культивировать со стадии концентрации ци до стадии формирования ядра за такой короткий промежуток времени. Когда он узнал женщину в черной одежде, он был потрясен. Эта женщина не обладала чрезвычайно впечатляющими способностями, поэтому Хань Ли предположил, что каким-то образом удача оказалась на ее стороне за эти 100 лет. В противном случае она бы не смогла так быстро культивировать. Хотя он тщательно изучил ее ранее, он не смог увидеть ее духовные корни другого культиватора на ранней стадии формирования ядра, поскольку магическая сила ее тела блокировала его зрение. С этой мыслью Хань Ли больше не стал смотреть на женщину, а повернулся в сторону призрачного тумана, который их окружал. Хань Ли улыбнулся и собирался было что-то сказать, но фиолетовая духовная фея заговорила, слегка нахмурившись: «Нам пора отправляться. Лучше здесь не задерживаться, иначе будет неприятно столкнуться с еще одним страшным призраком». Хань Ли молча согласился с ней. Женщина в черном Юань я тоже никак не возражала. Таким образом, они отправились в призрачный туман,
определившись с направлением. Это место напоминало огромный сад с множеством безымянных редких цветов и растений. Внутри него было 8 павильонов, расположенных на большом расстоянии друг от друга, внутри которых блуждало около 30 культиваторов. У большинства этих культиваторов были бледные лица и следы крови на одежде, как будто они прибыли сюда после ожесточенной борьбы. Однако на их лицах было невероятное возбуждение. Некоторые культиваторы перешептывались между собой. Великий мастер Цзень-инь, Ван Тиньмин и другие культиваторы стадии зарождающейся души также были в этом месте. Две фракции медитировали в двух разных павильонах. Что касается двух старейшин Дворца Звезд, они зависли в медитации в каком-то странном месте, издалека напоминая статуи. Густой призрачный туман энергично простирался в 400 метрах от того сада. Он напоминал невидимую стену, которая словно разделяла два разных мира. Внезапно из тумана вышел культиватор. Этот был мужчина-культиватор в зеленой одежде, с красивым молодым лицом. Но самое странное было то, что на его теле не было никаких повреждений, а выражение на его лице было таким спокойным, будто он не испытал никаких трудностей по пути туда. Эта странная сцена привлекла внимание культиваторов, которые были поблизости. Все они удивленно посмотрели на него. В этот момент великий мастер Цзень-инь открыл глаза и взглянул на прибывшего, но как только он открыл глаза, на его лице появилось разочарование. Затем он закрыл глаза и больше не обращал никакого внимания на этого культиватора. Когда этот культиватор посмотрел на великого мастера Цзень-иня, на его лице появилось слепое негодование в этот момент небрежности. Однако его выражение лица тут же пришло в норму, и он зашагал вперед большими шагами. Он не стал входить ни в один из павильонов, чтобы занять место. Вместо этого он нашел отдаленный угол и прислонился к нему, безразлично поглядывая на других культиваторов. При виде того, что Хань Ли еще не появился, выражение его лица стало несколько мрачным, но вскоре оно снова пришло в норму. В этот момент в голове юноши раздался низкий мужской голос, которого никто не мог услышать. Что? Его еще нет. Неужели он попался в руки злому духу? Хе-хе. Кажется, человек, которого вы искали, особо непримечательный, лениво проговорил голос. Юноша рассердился, и он использовал свое духовное чутье, чтобы осадить его. Заткнись. Не смей говорить в этом теле. Здесь много культиваторов на стадии зарождающейся души. Что если кто-нибудь из них тебя услышит?